Прошу прощения, первый опыт в комментировании, очень сильно волнуюсь. Надеюсь, вы меня простите. Боюсь, немножко придется обойти информацию вводную. Ну что же. Будут дополнительные локации, будут новые способности, умения. Ну, для начала, пока есть время, предлагаю поставить ставочку. Допустим, что rinSR пройдет ранг где-нибудь секунд за 48. First, for a long time, the main categories of this game on SRC have been dominated by a runner known as Lucid. Извините, минут за 48. Надеюсь, за сегодняшний день наберусь побольше опыта, потому что буду комментировать большую часть платформеров на SNES. Так вот, если по сюжету. Вначале мы пропустим небольшую кат-сцену, рассказывающую о Боре и о его приемной матери, Нару. Мы не будем видеть мать на протяжении всей игры, лишь на одной локации будем видеть, собственно, статую. Так вот, Нару нашла нашего главного героя в лесу, приютила его, и однажды, собственно, древо духов, являющийся, небольшой спойлер, отцом Ори, собственно, осветил весь лес в поисках своего чада, но, к сожалению, его не нашел, потому как Нару, думая, что Ори в опасности, спрятала его у себя дома. После этого события лес начал увядать. Спойлерить не буду почему, думаю, дальше еще смогу рассказать. Вот, и, к сожалению, как это ни печально, Нару скончалась от голода. Растерянный и потерянный Ори не знал, куда деться, скитался по всему лесу, и опустошенный тоже, к сожалению, умер уже в корнях древа, но он его оживил. Так что, собственно, изначальная локация, на которой мы оказались, как раз-таки у корней самого древа. И мы сейчас нашли Сейн. Это дух, являющийся глазами и некой силой древа. Благодаря ему мы можем атаковать врагов, и как раз-таки вот конкретно сейчас они начали появляться. Надеюсь, меня нормально слышно. Могу пропадать. Хорошо, что первый ран ночью. Для меня хорошо. Так вот, постепенно буду рассказывать о сюжете, допустим, куда мы направляемся. Сейчас... Ага. Какие-то неполадки, видимо, как и у меня. Нет, лес начал видать по причине действия одной взбалмошной дамочки. Ну что ж, на ГДК и без каких-нибудь конфузов, думаю, невозможно, как и везде. Всегда. AGDQ2022 online, powered by Twitch. We are just fixing a few things up real quick. We'll be right back with you for more Ori. Oh, well, there you go. Right back. Видимо, комментатор просто отвалился там, поэтому решили ползануть. Да, видимо. У него тоже проблемы. All right, folks. You've got it. We'll be ready to go again in 5, 4, 3. Кстати, советую посмотреть один спидран от IK и WOLF, IK Wolf, на Any%. Там концовка просто шикарная, бомбическая. И ВОБ выходит, хотя, допустим, здесь у нас All Cells и категория
No OB, то есть спидранер должен будет собрать все ячейки жизни, энергии, умений, и, собственно, он не может выходить по ОБ, использовать иные гличи, баги. Но, допустим, здесь можно будет достаточно удобно перемещаться, используя баш, пиная врагов и прыгая вверх или в любые желаемые стороны. Pattern to be able to get these kills as we go. You see the UI pop up there very briefly, and primarily it's one of the things, even though like this is sort of basic movement. Так, подбираем ключ. There's a lot of small optimizations going on, like that little backflip to enter into that cutscene a little bit further. Yeah, it's something you really notice when you look at top runners like Rin as compared to newer runners. Is even in these early splits. Сейчас мы, собственно, движемся в направлении первого умения в нижних трясинах. И это будет прыжок со стены. This is a wall jump. It is our second ability of the game, the first movement one that you get. We're going to be popping off to the left here real quick to collect an energy cell that is actually required for a trick that is going to be coming up. На сей раз rinSR достаточно ненапряжно проходит ран. Видели бы вы его, когда он брал рекорд. Столько эмоций. Особенно, когда он осознал, собственно, что занял первое место. Вообще, обычно передвигаются прыжками, потому что они быстрее. То есть за 60 прыжков можно сэкономить вот, примерно 1 секунду. Но спешки никакой. Мы, кстати, сейчас направляемся как раз-таки в дополнительную локацию, нора меж черных корней, если интересно, дабы заполучить скоростной переход или дэш, что нам очень так сильно пригодится в дальнейшем передвижении по карте. О, да. А сейчас раннер, собственно, помимо скипа анимации, он... Даже так, есть один очень интересный баг. Это скип-анимация. Мы выходим в меню умений и выходим в главное меню. Суть в том, что когда мы покидаем меню умений, игра автоматически сохраняется. Собственно, выходя в главное, возвращаемся обратно, уже есть автосохранение. И таким образом мы можем проскипать, собственно, кат-сцену. Есть еще один способ, один интересный баг, когда также через меню, оно используется через меню способностей. И суть в том, что как только мы скипаем кат-сцену, выходя из игры и делаем сейв, мы обратно заходим в меню способностей, оставляя сам интерфейс включенным. Там есть желтая кнопка Level Up. Собственно, мы прожимаем ее, Escape и Enter одновременно. Таким образом, получаем контроль над нашим персонажем на Доре. Вот. И можем двигаться в желаемом нам направлении, как сейчас, допустим, вот, через колодец. rinSR попал в новую локацию. Но есть такая небольшая загвоздка в том, что сами способности, они тоже двигаются. То есть, если мышь будет находиться со способностью рядом находящейся, которую мы можем, допустим, прокачать, мы случайно ее вкачаем и все профукаем. Так что нужно нацеливаться как можно дальше. О, как раз-таки сейчас активировали статую отца Нару. Эти существа жили достаточно давно, они, думаю, даже старше самого древа духов. Опять скипаем кат-сцену. Вот. Но информации о них, немного. В целом они тоже
общались с духами, взаимодействовали. Возможно, поэтому она так тепло приняла самого Ори. И сейчас получили Put your money in for. Thank Dash. you very much for that. You cannot see the blind movement, but Rin is across the gap, a very dangerous section because of his autosave that is placed there. And now, Frunky Walk. Yeah, the early game of Ori is very dense in terms of commentary, so if you aren't following everything, that's okay. We'll try our best. Страта через жабу. Она необходима для того, чтобы открыть дверь на следующую локацию. То есть сейчас как раз раннер направляет ее в нужном направлении. Вот эти колючки впереди, они опасны только для Ори. Жаба дамага не получает. Обычно ее проводит выше. Но на сей раз жаба была подобрана пораньше, убивая жабу, получая, собственно, очки умения. Мы вливаем их в дверь, потом поднимается уровень, который также вливается в дверь, и через баг мы, собственно, проходим дальше. К сожалению, если непонятно объясню. Радуга на дэше — это мод или так должно быть? Да, как поняла, это что-то вроде бонуса, как и бонусные игры. Была набрана определенная сумма, и теперь у нас Ори с радужным дэшем. Мы, кстати, можем иногда наблюдать специфического персонажа, напоминающего паука. Это Гума, последний своего рода каканг. Только он на стороне тьмы, пока что. Он также по сюжету будет участвовать. Так, и сейчас мы получили двойной прыжок и можем направляться к древу Гинза. Там находится элемент воды, который нам необходимо активировать, дабы возрядить лес. Ну да. Чтобы возрядить лес, необходимо восстановить 3 элемента — воды, ветра, тепла в разных частях леса. Мебель. Ну и как раз-таки этим Ори и занимается. Как батя и сказал. Да, easy VR. К сожалению, прыжок не удался, но ничего. Вот и сейчас скипается кат-сцена, за счет чего мы можем двигаться дальше. Мы видим, как Гума немножко застрял. Из-за этого мы и сами двигаемся медленнее. Собственно, Гума отдает нам водную жилу. Не по доброте душевной, а потому как по сюжету. Мы сначала гнали за ним. Гума, собственно, прятался у себя в пещере, преодолевая его ловушки. Мы почти его нагнали, и тут его завалили камни. Вместо того, чтобы оставить его так, помогли ему, и, собственно, в дальнейшем он решил нам отдать водную жилу, благодаря которой мы сможем попасть уже в следующую локацию, к древу Гинза. По сюжету, как раз-таки для восстановления, очищения элемента воды. Но на самой локации у нас in order to progress onwards towards the Ginza tree itself. And we're gonna go up here, skipping the teleporter that you might remember down below there. Еще один скип находится. Еще одни умения, необходимые для прохождения. Ну и помимо, конечно же, ячеек. Ори по лору является частью древа духов, то есть он дух. Но во время
Covert Muffin donates $20 and says, "Hey, Rin, incredibly proud of the work you've put in. Best of luck with Wilhelm and the Во время Grange. Великой Ori fam is бури watching and cheering you on." Ори в виде Thank листа you, Covert. упал с ветвей древа, Blue Pale sends и in так, можно $5. сказать, Let's родитель go, потерял Rin. свое You дитя. got this, you amazing gamer. Much love from the Watch Party team. А The еще, Sound кстати, Defense sends in у Ори нет $25. The пола. only fair and objective way to determine the relative speeds of Ori and Monkey Ball is to measure bananas per second. By this measure, Monkey Ball is infinitely faster than Ori. I know this. I am a certified mathematologist. Thank you, Sound Defense. And one more. $10,000 from Fangamer. Сейчас мы Hey, решаем Fangamer головоломку, here. We'd like to invite you to check out our AGDQ2022 дабы lineup, where 100% of the добраться profits from до sales верха. gets turned into donations just like this one that support the Prevent Cancer Foundation. Fangamer has an assortment of awesome GDQ merch you'll love, like the official event badge, the Metal Gear Solid Finale game pin, the sleek blindfolded hoodie and joggers, and many more. You can find the full merch lineup at fangamer.com/GDQ. Thanks to everyone who has already picked something up. We really appreciate it. К сожалению, непростительно, но просмотрела бой с боссом. На самом деле он спамнится обычно достаточно близко к Ори, и важно не отбегать от него далеко, чтобы быстрее его уничтожить. Ну и также можно задоджить его атаки. Ну, тут без дамага, к сожалению, никак. Хотя можно. С первой попытки. Stand. Is that a JoJo's reference? Вот и сейчас мы получаем как раз-таки баш. Любимый и прекрасный баш. Yeah, Bash is a very unique ability to Ori. What it lets you do is to latch onto certain objects like these lanterns, or in a moment you'll see Rin do it on an enemy as well in projectiles. You throw yourself in one direction, and the thing you grabbed in the other direction. There is a very powerful glitch called double bashing, which is a little easier. Кстати, да, благодаря башу можно использовать сторонние объекты, дабы, как ранее и говорила, продвигаться выше. В локации Долина Ветра как раз-таки мы увидим это наглядно. Кажется, используя жабу, можно подняться выше. Причем на приличную высоту. У Дэша есть одна интересная особенность. Допустим, если нажать Дэш и отпустить все клавиши, то Ори прилетит дальше, что очень комфортно и полезно. When they played this game casually. I am sad to report that we are not going to do that. We are going to collect the Ginzo teleporter and then immediately go out to swamp. Вот теперь на самом верху еще один бой с боссом, достаточно быстрый. Mid-dash, you can get those hyper speeds. Just one quick mini boss to take out before we take that teleporter. One thing I want to say about this upcoming trick, which is another pretty powerful sequence break, it was actually discovered through the randomizer. For those unaware, Ori has a Ну, и сейчас мы будем направляться к иглистому болоту. Yeah, for sure. And while we have a 10-second cutscene here, if you're interested in playing Ori Rando, you can go to orirando.com. You're welcome, Aiko. All right, so now that we have Bash, this section is going to be going by a little bit faster. Gandalf can no longer tell us that we shall not pass. And then we are going to do that jump successfully on the first try this time. Will we get the big girl ramp? No, we will not. I didn't get it. But that's okay. Another rekindle skip here, and then we're going to be doing some additional blind movement to pick up a frog that we have named Ringo. Мы видим, как Гома уходит со сферой, желая помочь нашему главному герою. В дальнейшем он, можно сказать, имеет в сюжете одну из решающих ролей. Катсцена. With another hyperspeed, and because this is going to be a very jam-packed section coming up as we head towards Feather, do want to explain very briefly how charge dashing works. Yeah, charge dashing is something that we haven't seen yet. We're seeing the regular dash with that rainbow trail. Charge dashing is an upgrade to regular dashing, which is going to be used both for offense, but primarily наконец-то доступен for топот. very fast movement tech, both horizontally and vertically in a sequence known as a rocket jump. Like I said, you're not going to see it yet, but once we get it, things are going to go from reasonably fast to Гома, extremely fast. наверное, To Гума. follow as it happens.
из рода гуманов. Могу осмелиться предположить, что, возможно, он мужского пола. Мы как раз-таки сейчас смогли видеть, как благодаря Башу высоко забрался Ори. How's that sound, folks? Did I get close? I think that was a success. All right. White Paws sends in $15. Proud of you. И сейчас Райнер направляется в верхние трясины, дабы заполучить усиленное пламя. Congrats again in the world record you achieved. Also, shout out to the whole Ori community. Love you all. Thanks, what do you think? One more? Yep, go ahead. Yeah, go ahead with them. All right, we got $20 from Frozen Flygon, who says, Думаю, вы могли заметить, как, используя снаряд, он перенаправил его движение и смог достать ячейку. Thank you, Flygon. Thanks, Jill. So you probably heard in the background there as Ringo was being bounced across that log that he was doing some drumming. So we got a couple cells that we're going to collect here in the outer swamp loop area because it is fastest to do now. You will have noted, if you're familiar with the map of Ori, that we have been skipping some of them along the way. Part of the reason for that is not because double dashing is a perfectly good trick, but as you drop a Жестко катает, да? don't worry about it. Lag frames happen. Говорю, жестко катает. Красиво очень получается. Очень красиво. Просто нет слов. Кстати, здесь происходит небольшая, можно сказать, подготовка к многоступенчатому гличу, если так можно выразиться, при котором мы без лишних хлопот уничтожим, ну как, нанесем небольшой урон главному антагонисту Кура. Это сова. Probably about 2 more donations. 2 more donations for you. Jmal116 sends in $500 with the comment, glide, 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 dash. And then it says in parentheses, Rin will get it, I promise. Thanks, Jmal. Действительно очень красиво играет. Как и в прошлый ран, он сначала прокачивает ветку, помогающую выжить, защититься. Это голубая верхняя ветвь, если вы видели фиолетовая. Помогает в исследовании самого мира. И есть еще красно-оранжевая нижняя ветвь. Она повышает боевые возможности Ори. В начале rinSR как раз-таки выбрал первую способность боевую, позволяющую наносить вместо одного удара по врагу 3, таким образом уничтожая больше врагов. Мы не идем дальше, возвращаемся, и сейчас Райнер подберет ячейку, и произойдет магия. Таким образом, мы получаем перо Куры, что позволяет нам не летать, но парить. So the run's officially started. You can start the timer, as we are now going to be zooming very fast. We're going to go down to go up. This will make sense. Rocket jumps have been happening very fast. И устремляйте definitely see as we go zooming all the way up. в долину ветра. Rocket jumping again in order to stomp down, catch this bird. This is Sarabash. Will take you about 3 hours to learn. Very difficult. Rin makes it look easy. И теперь в ущелье скорби. Здесь мы получим усиленный прыжок.
And now we are in Sorrow for a couple different reasons. There's a few cells here and also a very powerful ability called Charge. Также по сюжету мы здесь получаем солнечный камень, который должен открыть проход к горе Хору. В горе Хору находится элемент тепла, который также нужно активировать. Но это финальная локация, так что видите ее чуть попозже. Впереди еще ждет туманный лес и руины Форлорн. Раньше, кстати, собственно, раса гуманов существовала в этих руинах. Они находились на стороне тьмы. Вы видите, как он башит? Можно на самом деле придвинуться дальше, но это сумасшествие. В левую сторону между колючек, чисто используя этого зеленого жука, избивая его и направляясь куда тебе надо. Да, как раз таки комментаторы говорят, что солнечный камень необходим для финальной локации. Но она будет еще относительно не скоро. We are going to have to dip into Misty and the Forlorn Ruins because there are cells there. Exactly one in each location. And otherwise we wouldn't go because it's like a 5-minute detour to go get those two. Вот мы получили усиленный прыжок. It's pretty ridiculous. They do give us access to grenade jumps and you get to see some cool movement in Forlorn as well. Yeah, for sure. So. И можем перемещаться как сумасшедшие, по сути. Charge jump. That damage was intentional, by the way, which also means that Rin is now going to die if he touches any of the spikes. We have just a handful of cells to collect on our way out of Sorrow Pass. Before we continue on, some of this movement I think starts to get very, very satisfying. Quickly touching the wall. I knew it. That's fine. Well, hey, you get to see it again. Just a bit of movement there. As I was saying, getting to touch the wall to refresh these charge dashes. This is where the run really starts to shine, and you'll get to see even better examples of the kind of movement that's possible in this game very shortly as we head into Misty Woods. Yeah, generally speaking, runners of this game will say that the movement in Misty is the most satisfying. I think this category, because you have a lot more of the power. Спускаемся ниже в туманный лес, и сейчас он будет немножко в специфическом виде, потому что, как вы понимаю, можете себе представить, лес находится в тумане, из-за чего искажает все пространство. От тумана можно избавиться, зажигая светильник, но раннер не будет этого делать. Как раз таки вот мы и попали в туманный лес. Where you get to see these very careful series of charge dashes. Something I want to point out, if you look down at the bottom of the screen, specifically at that blue energy bar, you'll see that as Rin is performing all these charge dashes, that he is continually spending and refunding the energy. That also means that if you mess up, you run out of energy and you are unable to charge dash until you refill it. So this isn't just mindlessly spam to go fast. Попутно собирая ячейки, приближаемся к древу предков, что позволит нам заполучить умение, такое умение, как карабкаться по стенам, потому как сейчас Ори может только отталкиваться от них. Одна из особенностей Ори в том, что автосохранений по сути нет, не считая бага с меню способностей, и игрок сам выбирает, где ему сохраняться. Сохранения не бесплатные, и на них тратится энергия. Вот. Так что в начале пути, допустим, в визуальной игре имеет смысл тщательно подбирать места, а в дальнейшем, когда уже с этим нет проблем, можешь сохраняться, где тебе комфортно, но когда ты раннер, Good luck, Rain, on this awesome run of Orin and the Blind кто-то Forest. становится Don't на forget другой. to rin spin. We love you. Party emoji. Love you guys. Gris99. Ну ничего, это же не вэр.
GL with collecting all the glowy orbs, Rin. Love Ori community. Time for more? Yeah, let's say one more. Rory Rye donates $250 and says, always exciting to see Ori at GDQ. I'm really looking forward to the all cells late game movement. Let's go, Rin. And if I remember right, we're not actually at the fastest part of the run yet, are we? No. We're getting there, but not quite. We have to do some of that section again, obviously. Rin's a little bit low on energy here because just missing some of the refunds. Not really. Okay, well, slightly bigger deal. Rin, can you just please stop hurting my heart? Don't worry, no one's ever died in this sea before, it's fine. No. Наконец-таки добрались. Not on pace or during a marathon. Конечно, упустили Everyone can breathe. немало You made it to времени. safety when you get a tree, Okay. you will feel. Yeah, you doing okay, Rin? Но This, Okay. сейчас this skill осталось is called climb. получить печать By гуманов, itself, it's a relatively, mundane skill, благодаря but которой мы combinations of models сможем will be able to попасть в triple руины something, not yet, but a little bit later. Фарлорн. With that said, we still have to exit Misty Woods, so that's primarily what we're going through. We also, at the end of this whole area, we're going Сейчас, to get a key кстати, to the находимся, second dungeon, which we have to можно go так into сказать, before we DLC-шной get to локации ourselves. в норе меж черных корней, сокращая путь. That's correct. Until we get that key, though, it's just going to be some movement, and I believe we're actually in a new prize block, T-Tree. Is that right? I think this is actually the very last game of... no, yes, you're right. This is the very first game of a prize block, running all the way till Hitman Codename 47 all missions, and featuring prizes like a baby... У тебя есть инфа поподробнее по энергии? Потому что она иногда пропадает вообще снизу. Они попытались объяснить, что типа надо речарджить как-то энергию, и, ну, спидранер не бездумно жмет дэши. К сожалению, у меня нет инфы. Near the top of your screen. Very Let's nice. do one more quick one while Rin is carrying the orb. Вот мы подобрали печать, осталось ее донести до фонаря, чтобы зажечь его и получить печать. Don't forget you have dash or a rando hype. Thanks, Seiko. I won't forget. I hear that might have been based on Точнее, something взяли that happened. светящийся элемент. Yes. That's a random meme. I wanted to quickly point out these orb bashes. If you pick up the orb and bash on the same frame, you do this, which is fast, and also I think it looks funny. You end up stacking the animations. That's pretty good. We are going to get a little bit of quiet time Скипаем here. катсцену. We're going to be performing another section of blind movement, and this one is very hard. Yeah. И сейчас направляемся уже в забытую рощу за световым всплеском. Это будет последняя локация, где мы будем получать умения. Okay. Собственно, переходим в лейтгейм. That's amazing. Every time I see it. Every time you don't see it. Good point. Earlier in the run, if you recall, we've been here before, but there's more to this area we haven't explored. Shape mentioned that there are two skills down here. One of them, Dash, we've already acquired. We're going to make some pit stops for cells. We are heading towards the skill Light Grenade, which is going to be the final skill of the run. As an interesting side note, getting all skills is not strictly a requirement for the category. You just happen to need all skills anyway. Yeah, technically not climb, but I mean, we go into Misty for the ability cell anyway, so we pick it up because grenade jumps. И как раз-таки, используя кип, мы можем спокойно передвигаться по карте, не волнуясь ни о чем. In order to skip a very long, about 70-second-ish cutscene, one of the longest ones in the game. Trying to hit cycles. Но это нужно уже механически, не только визуально запоминать карту, потому что очень сложно ориентироваться в сетке мест. As we now grab Light Grenade, this is going to open up grenade jumps for us in short order. Basically, horizontal rocket jumps. The way that works is that you hold onto the wall with climb, which is what makes climb useful, and then you throw a grenade and you charge jump one frame after throwing that grenade, and you get said grenade jump. Here it is. Вот как раз-таки сейчас, оттолкнувшись и отпустив клавиши, rinSR смог преодолеть такой большой промежуток. I guess we didn't really explicitly describe how rocket jumps work earlier. Both rocket jumps and grenade jumps, as Shafe said, work on the same principle, which is that when you И сейчас он направляется в руины Фарлорн. and
through these various means, through rocket jumping and grenade jumping, you can basically trick Как the game я и говорила into ранее, not slowing you down again. Would you agree ранее that's a reasonable expectation? раса гуманов Yeah, существовала effectively, там, we're canceling the однако effect, but после, preserving the momentum. можно сказать, смерти Древа Духов, они все I love that grenade замерзли, throw, crouch dash combo. и Yeah, посему it's really Гуман cool. остался последним. Another grenade jump here to get through the lasers. Ори как раз-таки направляется And you're supposed to do this сейчас with the grenade puzzle, в руины but Форла, turns out we дабы have our восстановить jump элемент instead. ветра. These spikes do infinite damage, Но so всякий раз, that когда он will- его восстанавливает, происходят no matter how much health he какие-то has, не самые приятные ситуации. instantly Допустим, die когда from он health восстановил по grenades сюжету to элемент open up more black воды, throws. And we have actually very Всё древо carefully начало routed the amount затапливать. of health cells, that we are picking up, including one of the ones that you saw way earlier in Hollow Grove. так что и на Because сей we're gonna раз be придется doing a спасаться damage бегством. boosted swim, as Grim alluded to earlier on. Thanks Athos for this quick kill. We I'll just save. It's fine. yeah. We did not go into Ginzo, the escape sequence, and clean the water. So loads are a thing. I don't think you went quite deep enough into the room. If this happens at that spot in particular, it's something we'll touch on later. Generally, I think this game is extremely solid on a technical level. Like, we traverse the world in Сейчас он идет за and it's ячейкой. pretty hard to run into loading walls like that. So props to Moon Studios for that. Yeah, for sure. Все пошло немного не по плану. Double bashing has never failed in water. We're gonna have to take a death here. So we leveled up Ultra Defense. In addition to routing our health cells, we've also routed the amount of ability cells that we pick up. Благодаря specifically so Бэшу that we can get Ultra Defense to be получилось able to do выбраться. this swim. You're gonna see Rin use these fishes and double bash off of them. He's gonna exit with only 2 HP. Thankfully, there's a flower here and also a refill that he can take with a save. Gonna play it a little bit safe, take an intentional death in order to be able to get an additional refill off of the Ultra Soul Link. That's not a problem. This is just a little bit of time, but it saves time in the long run because you don't have to go ahead and do the swim 4 times. Вода нас вообще не любит. Certainly a tricky part of the run. Да, к сожалению, мы не Yeah, умеем дышать this под водой, и помимо того, здесь, It's gonna be close. как No, this won't work. мы видим, находятся I can just save again. Yeah. ловушки. Yeah. Energy is fine. Но rinSR вот, преодолел часть пути, как раз таки используя баш. Cycles are a little bit Только out, это не but всегда удается. perfectly fine. So, Да, я даже yeah, больше we're о том, halfway point of the что run in terms как of, будто self персонаж не может задерживать дыхание. Как ты попадаешь в воду, ты теряешь хп. Feels bad, man. Just a little bit here. Причем есть еще отравленная вода, это еще хуже. Ability cell. Nice job getting out of there. То есть в любом случае вода очень недружелюбна тебе. This ability cell is cell number В дальнейшем 30 out of как и лава. 60. So remember when I said that this run gets faster, this is what I was talking about. Ori starts moving faster and we start collecting all of these stray cells very, very quickly. Yeah, I think about 1/3-ish of the cells are collected in 10 minutes in a 45-minute run. So it goes by pretty quick. We do have a couple longer detours left to do. As Ren is going to grenade jump Очень over the top красивый of the прыжок. cutscene triggered here at a Nice. very precise angle. Very nicely done. Refill That's a long Valley cutscene. teleporter. Yeah, I'll save at the valley. Yeah, do a yeah, because you got the Valley log swim and so on and so forth. So. Yeah. Yeah, it's something I was going to mention about this category. In all cells, as compared to most other Ori categories, you end up collecting just so much health and energy by the end. It doesn't mean that it's easy. It doesn't mean that you're safe, especially because there are many things in this game world that can insta-kill you. But for the most part, you end up... Мы открываем сейчас проход в гнездо Кура, однако не будем надолго в этом гнезде задерживаться. В дальнейшем, допустим, в катсцене мы могли бы увидеть выжившего птенца у Кура. Мы узнаем, что, собственно, лес умер, потому что Кура изъяла ядро древя, это Сейн, и выбросила его в лес. Из-за этого весь лес начал умирать. Сделано это по причине того, что когда древо осветило синим светом весь лес, птенцы, куры пострадали от этого. Ну, к сожалению, они тоже скончались. И остался единственный выживший птенец, 4-й. Его спасла только скорлупа. И свирепая мать решила отомстить за свою утрату. And this is what we're talking about with the zoomies. If you go, yep, right there, the camera paused. That's because Rin was going so fast, the game hadn't loaded the next area yet. It is crazy that we have to break this game
that hard. Спидранер так быстро двигается, что камера за ним не поспевает. И игре приходится подгружать дополнительно. Just want to kind of elaborate there on what Grim was talking about earlier with the quality that Moon put into this video game. Ну и периодически подобное происходит, когда, собственно, скипается кат-сцена. Она продолжает вроде бы идти, в то время как мы уже можем находиться где-то совершенно далеко от, допустим, как в случае с Гума, от него. Вот мы попали в руины Форлот. Because the camera has to pan a certain way. There you go. Yeah. Oh. Да, скип. This cutscene, you need to skip it, otherwise your run's invalid. И теперь двигаемся в направлении элемента воздуха. Okay. Периодически избегаю. Или хотя бы пытаясь не попасть в ловушки и в колючки. In fact, we skip in most categories is because with charge dash and with charge jump, you can just skip all of the gravity mechanics and just fly through this area very, very quickly. I don't think I've seen you do the charge jump on the outside of that firebox before. It's the optimal cycle. Nice. It is really hard. So we're charge dashing actually while holding on Skip. to the wall there because that activates the cutscene trigger on the other side of the door. We are opening the door anyway because we will need to exit. If you don't open that door, it is a soft lock and you cannot put keystones in your door. И теперь элемент воздуха активирован. Мы можем двигаться дальше. Остается лишь зачистить, собственно, карту от оставшихся ячеек. The only downtime of the run that you get, by the way. Then we're going. Downtime? I can work with that. Сейчас Alrighty. I'll go to you tell me по to stop. сюжету, когда Ори вместе с Сейн видят, в каком состоянии находится руина Форлорн и что произошло с самими жителями, с гуманами. Им стало очень, наверное, печально за них, и они решили им хоть как-то помочь. Это очень тронуло Гумана. И посему, в свою очередь, взяв сферу света, он решил помочь Ори. И думаю, в кат-сцене вы увидите, чем в последнем финале. I just wanted to interject. The movement here is very precise. All of these lasers are insta-kill. Rin has very carefully routed out how to dash when all the lasers are blocked. It's very risky. Yeah. I wasn't sure that was going to work. Just like you said. You can... Right. I'm on it. $1,000 from Zahariel, who says, I did get 100% cells in this game back when, but I'm pretty confident it took me longer than 44 minutes. Good luck to all the runners and prevent that cancer. Musai sends in $50 and says, donating for a spooky spook crab and Arctic kit from the GDQ Еще немного, и наконец-таки Ори сможет покинуть руины Форлорн. Shoutouts to Petrus and Helix for their amazing race. All right. That was a fun one. So we're about to enter the cleanup phase, and this is where we're collecting those final stray cabbages. Да, теперь осталось собрать оставшиеся ячейки. Kind of close-ish to the end of the run, probably about 10-ish minutes or so. Yeah, like 8. Yeah. I want to say. Yeah. So in that time frame, you can feel free to count the cabbages. There is one. We're going to be going down into Часть их как раз-таки находится в лунной пещере. And then we're going to be stomping down, and we're going to be canceling our charge dashes. И достать их не составляет особого труда, но все равно занимает приличное время. Well, it's something that I think is very difficult from a routing perspective on this game is you just have so much energy, but you generally end up using it for more speed rather than more safety. Like you still can make safety saves, but наверное, самое приятное в спидранах Metroidvania это то, что тебе при хорошей оптимизации не приходится посещать те же самые локации. То есть я не видел, чтобы он где-то дважды был. Ну, кстати, да. Хотя, по сути, игра очень длинная, и тебе нужно туда-сюда постоянно ходить, собирать вещи. Посему еще очень важно продумать свой маршрут, чтобы зря время не тратить. Ну и, собственно, как можно быстрее собрать в данном случае ячейки все и умения.
Yeah, you can see how optimized so much of this movement is, just trying to charge dash as much as possible. Also keep in mind that every single charge dash will auto-target an enemy that's near you, so you can't even just charge dash wherever you want. You always have to be aware of which enemies are nearby. Опять был прием с дэшем, когда он прилетел чуть ли не через весь экран. And rainbow dashing to our heart's content. Another poison swim here. This one is not even slightly dangerous. We have almost all the health that we're going to be grabbing throughout the course of the game. Just some energy and ability cells left predominantly. There's one health cell up above to the right, but we're going to go up to rinSR here first and then charge dash right through these enemies. Stop canceling to our heart's content. Seeing the rare dialogue box because Rin left his UI on Orishai. Yeah, I do want to point out there's a cell coming up here that we call the Glazer. This laser is insta-kill. Rather than pushing the rock as intended, Rin is going to make the save and then charge dash past it and use... Nice job. Used triple jump to get all the way across. Как же спидранер сфокусирован. Нереально посмотреть можно на камеру, он там прям фокус, full фокус. This is why I think the Glades clean up. I just grenade jumped through that front key, alright then. И уже конец игры, осталось совсем немного. I was just about to ask. Yeah. И не хочется вновь перепроходить огромные участки. Feel free to hop in with another few donations if you like. What you're seeing here is generally nothing new. It's just applications of more and more of the same tech. Alrighty, it's a great time for donations because we have a special donation from our very own Voolajin. $50. This says, great job on the run, Rin, and thanks for adding to the legacy of fantastic Ori marathon runs. Here's $50 because Dash is skill ID 50 in the randomizer. Should we explain that? No. It's better if we don't, yeah. There you go. I think you have to get into Ori randomizer if you want to know more, chat. It's funnier with that context. That's fair. This cell is one that we opened up earlier by stopping a peg. It just ended up being not only faster to get it now, but earlier we would probably not have been able to survive this poison slam, or it would have been very tight if possible. We wouldn't at all. We wouldn't have ultra defense. Yeah, that's what So I like figured. it would be impossible. Yeah, I think it's a 6 HP swim, and I think we're coming through here with 5 at a time. So we're almost on the cell cleanup phase, actually. We have a couple more in Horror Fields to get an ability cell and... Ну, а когда-нибудь в рандомайзер играл этой and then we just игры? have one left in Horror, and we're done. Oh yes, this health cell too. Что еще раз? В рандомайзер не играла? Nobody's ever Это? missed that pickup in randomizing. Люди, Нет. если типа много играют в игры, то обычно такие, о, надоело, попробуй в рандомайзер поиграть. Прикольно. Честно говоря, впервые о подобном слышу. Вообще о самом термине? Кажется, да. И сейчас мы уже подходим к финальной локации. Это гора Хору. Never know. Если у него получится перевернуть один, баг, то он сможет крайне быстро преодолеть гору и восстановить элемент тепла. А рандомайзер не слышал, кажется. Да, я не знаю, как он здесь работает, но обычно это выглядит так, как либо какие-то умения разбросаны в разных местах, точки спавна те же, но просто не то же самое поднимаешь. Но обычно это разные локации. Но я не представляю, как здесь. Тут же нет какой-то именно связки локаций, которые грубо тебя отделяют, что вот здесь стена, и ты не можешь пройти, пока я не знаю. Допустим, чтобы попасть на следующую локацию, необходимы ключи. Вот тогда да. Собрав их, ты сможешь дальше двигаться. Ну или, допустим, можно использовать баг, как с жабой. Спрятать через жабу и пройти на локацию. Тогда да, вполне возможно, что рандомайзер ключи куда-то раскидывает в разных местах. Вообще здесь фиксированы находятся предметы, таланты, все такое. И... Ну да, в том смысл и рандомайзер, что как раз разнообразить игру. Не об этом. Ох, не очень удачно получилось.
Cabbage. Yeah. Yes, cabbage. Anyway, so what's happening here, Rin has opened up a save anywhere, has to wait for a particular point in the cutscene where the camera is going to snap back to the main room of horror. You'll see that in just a moment. When that happens, spend the point, exit and reload, and Ori ends up respawning Первого раза back in the main room right at во время which is- самого Wow, okay. рана наверх That was called door у work. It's a него frame раза 3 perfect не trick to warp to the получилось. bottom. It happened so fast we barely even got to see it. Amazing. И, к And then сожалению, we're gonna warp again, очистив элемент on тепла, this tour after activating восстановив this его, cutscene. And the reason we do that is so that а, we activate more storage на горе sugars Хоррор so that the начнется cutscene is извержение, playing so that we can move while it's что playing. начнет уничтожать весь лес. Just okay, just things happening off screen. Don't worry about it. I think. I'm sure you all did this. Ooh. It's fine. Yep. There's still some safety stress we can do here. Yep. И сейчас нам Just нужно wait out будет the как раз таки cutscene. спасаться. Not a problem. And then just Вы можете dash видеть. underneath that rock by crouching. Magical things. I love this game so much. Alright, so we're going to charge up to the Lantern and do a series of bash cancels in order to preserve our energy. Health is somewhat of a concern, but not really okay. It's a bit more of a concern after taking that Не получилось за damage. 48 We минут. have an effective total 7 HP, so we're good because of Ultra Defense. And we are going to bash off a couple of fish, say hi Jeremy, bye Jeremy, and up we go to bypass a chase sequence trigger for Curl, hugging the left wall, making sure to bash in a specific direction, while grenade jumping to skip a cutscene that is a minute 20, but it's split up into И сейчас 2 seconds, начинается 40 финальная seconds катсцена. apiece. And По сути. there we go. Time is not now. Rin still technically has to hold a button for 40 more seconds to move to the right. But GG. Гуна, If anyone is точнее Гума, inclined to say использовав GG, I thought it was a good сферу one света, personally. If any of you agree, you спасает, can probably safely put your GGs now. You can see the cutscenes a little спасает bit приемную messed up мать. due to that final grenade jump. Yeah, I Да. the think hitboxes chat's- are weird. I think chat's going to end up being about 50% GG Она and как раз таки 50% spins. Kind of in the сейчас vibe the whole появится. time, and I am into it. You know, И вновь испугавшись же же за жизнь своего дитя, micro-optimization here called narrow hopping. Yeah. нежно прильнет к Here нему. we go. Ну или почти. There we go. My best smashing for you guys. Didn't soft lock this Time. time. We didn't say Great. time. That was time. Oh yeah, sorry about that. Sorry. Увидев Time was when you crossed the tree. это куру расстать, That was an well done, excellent Rin. run. Yeah, it was really good. и Just вернет waiting for the timer to spin over on my screen so I Сейна can tell на you свое the место. time if you'd like it. Сейна. Yeah, sure. Go ahead. Looks That like it is- is 48-42. Very nicely That is done. way better than I expected. Especially with like some big deaths. Like this game can be pretty punishing, but Estimate 50 минут, уложился 48-42. Спидранер. Да. Вау, я уложился намного лучше, чем я ожидал. Такое ощущение, что шел out of estimate изи вообще. On the other hand, you did go buck wild Ну, on это those классика. frogs. Sure. oh yeah, for sure. But yeah, that is Ori and the Blind Forest Definitive Edition. All cells, no out of bounds, no teleport anywhere, as performed by world record holder rinSR. Rin, do you have anybody that you want to shout out? Yeah, so I'd like to shout out obviously all of the Games Done Quick crew. You guys are doing an amazing job at like setting us up, like, just organizing all the logistics and stuff. Like even everyone that works like behind the scenes. Like thank you guys for organizing this amazing event. Shout out to Gareth Coker for making the music. Но, of к this game. сожалению, Кура жертвует Very собой, good soundtrack. потому как все-таки она является And shout out созданием to тьмы, to the Ori community. You и guys are свет для нее amazing. опасен. Thanks for all В the продолжение, passion. кстати, Grim, do you have anybody? птенец Кура Ку No, I was just gonna second. If you thought Оказывается, жив. the speedrun page is speedrun.com/Ori. И Ори сможет с ним I'm sure there's a познакомиться. Discord link in there. I like to think we're a welcoming place. Come say hi. Yep, I'd agree with that. Probably one of the most welcoming speedrun communities I've been a part of, and I've been a part of a few now. And I also want to thank my close and personal friend Mistress Nine for having my back throughout all these years since right before entering high school. It's been a long time now, coming up 22 years or so. Thank you very much. Appreciate you. Советую And with послушать that, саундтреки из we'll игры. kick it off to Они, Dimitri. собственно, они победили.